Вся правда о Шавкате Мирзиёеве, что скрывают о президенте Узбекистана. Тот, кого боялись критиковать. Он изменил Узбекистан или он продолжает старую систему? Правда о Шавкате Мирзиёеве всегда была окружена противоречиями. Когда он пришел к власти, его называли реформатором, человеком, который сломает старые порядки и построит новую страну. Но прошло почти 8 лет, и теперь возникает главный вопрос, а изменилось ли что-то на самом деле? О нем говорят шепотом, его решение не принято обсуждать открыто, а все СМИ, работающие в стране, боятся называть вещи своими именами. Одни считают его человеком, который вытащил Узбекистан из изоляции, другие — продолжателем жесткой системы Каримова, только в более мягкой обертке. Так кем же на самом деле является Шавкат Мирзиёев? И что скрывается за фасадом его правления? Его называют президентом реформ, но в стране по-прежнему непрозрачная экономика, жесткие ограничения и подавление инакомыслия. Власть зачищает оппозицию, в стране исчезают люди, а независимые СМИ не могут свободно работать. Так какую цену заплатил народ за перемены? Мы разберемся во всех деталях. Как он пришел к власти, что реально изменилось в стране, и какую цену заплатили обычные люди за эти реформы? Репрессии, коррупция и борьба за власть — темная сторона режима. Когда Шавкат Мирзиёев пришел к власти, многие заговорили о новой эпохе для Узбекистана. Его называли реформатором, который должен был изменить страну, но с годами стало ясно, что за красивыми словами скрывается совсем другая реальность. Репрессии против оппозиции и независимых журналистов. За годы правления Мирзиёева исчезли десятки активистов, многие независимые журналисты вынуждены были покинуть страну, а те, кто остался, работают под постоянным давлением. Любая критика власти карается жестко, а судебная система находится под полным контролем правительства. Оппозиция в Узбекистане фактически уничтожена. Любая попытка зарегистрировать независимую политическую партию заканчивается преследованием ее лидеров. А тех, кто осмеливается выступать против режима, подвергают допросам, фабрикуют против них уголовные дела или заставляют замолчать под угрозой репрессий. Власть в стране больше не оспаривается, Мирзиёев убрал всех возможных конкурентов. Коррупция на всех уровнях. Несмотря на громкие заявления о борьбе с коррупцией, реальность говорит об обратном. Высокопоставленные чиновники продолжают обогащаться, госзаказы распределяются по связям, а бюджеты оседают в карманах приближенных. Простым людям приходится платить за элементарные услуги, а бизнес вынужден давать взятки за любую бумажку. Даже судебная система работает за деньги, и если у человека нет связей, добиться справедливости практически невозможно. Узбекистан остается страной, где государственные структуры работают не для народа, а ради личного обогащения элит. Борьба за власть. Есть ли угроза для Мирзиёева? Сначала он устранял врагов Каримова, потом старую элиту, а теперь в окружении президента начались внутренние конфликты. Мирзиёев выстроил жесткую вертикаль, но даже в его команде нарастают противоречия. Часть элиты не согласна с политикой президента, но открыто выступать боится. Некоторые силовики и влиятельные чиновники стремятся усилить свое влияние, что создает угрозу для самого Мирзиёева. Удержится ли он у власти, если внутри его окружения начнется борьба? Или его ждет судьба Каримова? Пока президент держит страну под полным контролем, но история показывает, даже самые жесткие режимы падают внезапно. Экономические реформы, реальные улучшения или фикция? Когда Мирзиёев пришел к власти, он пообещал радикальные изменения в экономике. Его главной целью объявили либерализацию рынка, рост инвестиций и улучшение условий для бизнеса. На первый взгляд казалось, что Узбекистан действительно движется к экономическому подъему. Но если копнуть глубже, становится ясно, многие реформы существуют только на бумаге.
Громкие обещания и реальное положение дел после смены власти в стране, начались массовые приватизации, чиновники заявили об улучшении инвестиционного климата, были открыты новые производства и упрощены таможенные процедуры. Внешне все выглядело так, словно страна наконец выходит из эпохи изоляции. Но что на самом деле изменилось для простых граждан? Экономический рост, о котором заявляет правительство, не ощущается на уровне обычных людей. Цены на товары стремительно растут, зарплаты остаются низкими, а реальные реформы, которые могли бы облегчить жизнь народа, так и не были проведены. Олигархи богатеют, народ беднеет, несмотря на заявления о том, что страна привлекает иностранные инвестиции, главными выгодоприобретателями остаются приближенные к власти бизнесмены. Государственные заказы распределяются между своими, крупные компании получают привилегии и монополии, а малый бизнес страдает от налогового давления и коррупции. Люди вынуждены брать кредиты, чтобы выжить, а в стране до сих пор массовая безработица. Тысячи узбекистанцев уезжают за границу на заработки, потому что даже после реформ найти достойную работу внутри страны почти невозможно. Реформы или манипуляция цифрами. В официальных отчетах говорится о повышении ВВП и росте экспорта, но многие эксперты сомневаются в правдивости этих данных. За красивыми статистическими показателями скрываются гигантские государственные долги, теневой бизнес и огромные финансовые махинации. Фактически, страна остается все той же авторитарной системой, где элита контролирует ключевые отрасли, а реформы касаются только тех сфер, которые выгодны правительству. Какая реальная цель экономических реформ? Упрощение ведения бизнеса, либерализация рынка – все это хорошо звучит, но реальные изменения происходят только в пользу властных структур. Олигархи становятся богаче, а простые люди продолжают жить в бедности. Получается, что все обещанные реформы – это лишь красивая обертка, за которой скрываются коррупция, клановые интересы и манипуляция экономическими показателями. Но как долго народ будет молчать? Вывод – правда, которую не хотят слышать. Когда Мирзиёев пришел к власти, он обещал новую эпоху для Узбекистана. Он говорил о реформах, о свободе, о развитии экономики. Спустя годы становится ясно, власть изменилась лишь внешне, а внутри система осталась прежней. Репрессии никуда не делись, оппозиция разгромлена, независимые журналисты либо уехали, либо вынуждены молчать. Коррупция разъедает страну изнутри, богатые становятся еще богаче, а бедные живут на грани выживания. Экономические реформы оказались фикцией, и страна все так же зависит от денег мигрантов, а народ вынужден бороться за элементарное выживание. На публике Мирзиёев продолжает говорить о переменах, но любое несогласие с его политикой жестко подавляется. Пока все выглядит так, словно режим контролирует ситуацию, но история знает немало примеров, когда власть рушится внезапно. Останется ли Мирзиёев неприкосновенным лидером, или его режим постигнет судьба других авторитарных правителей? Это вопрос времени.